Привет, друзья! Сегодня у нас субботний скетч 3 цветами. По традиции я рандомно выбираю, что мы сегодня будем рисовать. На это я буду отводить 30 минут. У меня выпала цифра 2. Цифра 2 в моем списке это кот. Здорово! Я люблю котиков. Думаю, что вам тоже понравится. Давайте выберем прилагательное, которое поможет нам развить эту тему. У меня выпала цифра 37, и в моем списке это ржавый. У нас будет ржавый кот. Но давайте пофантазируем на тему ржавчины и кота. Я решила, что кот все-таки будет не ржавый, а самый что ни на есть обычный рыженький котенок, но он будет сидеть в какой-то ржавой банке, кастрюле. Референсы для этой работы вы можете посмотреть на Boosty и Patreon, а также во вкладке сообщества на YouTube. Везде они в открытом доступе. Там у меня были еще вариации на тему котика в леечке, но я остановилась на ведерке для того, чтобы успеть за мои 30 минут. Цвета я сегодня выбрала ультрамарин, пермамент красный. Это довольно стандартный выбор. И оранжевый цвет, ну, для того, чтобы быстрее мешать цвет кота, чтобы он был у нас оранжевый. Делаю карандашный набросок, строю форму мордочки. Для этого рисую треугольничек перевернутый, у которого обрублен нижний угол. И сверху закрываю еще одним похожим тоже треугольничком. Получается такой как бы ромб с обрубленными верхней и нижней гранью. И по краям этого ромба прикрепляю такие большие, у котят пропорционально довольно большие уши. Дальше мне нужно разместить мордочку. Для того, чтобы у вас получился котенок, мордочка должна быть поменьше, вот прям меньше, чем хотелось бы нарисовать, а глазки должны быть побольше. И расстояние между глазками сделать где-то примерно 1 глазик. Вот где-то такое расстояние. Немножко долго я завозилась с мордочкой, пришлось перестраивать сразу с первого раза. У меня не получилось точно ее передать. На этом, конечно, потеряла много времени. Обычно на рисунок у меня не так много времени уходит. А для того, чтобы проверить форму мордочки, можно немножечко разложить по ней тон и полоски на шерсти, как они располагаются, для того, чтобы себя немножко проверить на тему того, нравится вам мордочка или нет. Вообще, на самом деле, мордочку очень часто делают глазки, и самым важным бывает поставить глазки на место. Можно даже глазки немножко проработать тоном, для того, чтобы, ну, по ощущениям было уже видно, они нормальные или там что-то, может быть, не хватает. Да, еще такой момент забыла сказать, что немножко под наклоном мордочка, поэтому мысленно представляйте себе или рисуйте карандашом перпендикуляр по центру мордочки и какую-нибудь там линию, которая идет по глазам, для того, чтобы у вас не было перекоса. Дальше туловище я специально выбрала референс, в котором котик будет сидеть в банке, потому что здесь нам не нужно тогда заморачиваться с туловищем. Мне кажется, банку нарисовать проще, чем вырисовывать туловище кота. Ну и дальше подрисовываю открытый такой овал и к нему подрисовываю нижнюю часть. Посередине делаю небольшую неровность, ну как бы такую типа перфорации на банке. И дальше перехожу к работе с цветом. Уже почти 10 минут прошло. Нужно поторапливаться, иначе мы не успеем в наши 30 минут. Все-таки хочется не залипать очень сильно в деталях. Я не настаиваю на том, чтобы вы рисовали именно за 30 минут. Здесь скорее смысл в том, что когда мы ограничиваем себя по времени, мы учимся улавливать основные моменты и не залипать в детализацию бесконечную. И в то же время у нас как бы больше
такого разнообразного опыта получается, потому что мы можем несколько маленьких рисунков рисовать, чем там год рисовать один рисунок и потом замучить его в конец. Смачиваю туловище кота немножко с запасом для того, чтобы у меня краска как бы вытекала такими пушистиками немножко в сторону. И теперь мне нужно намешать рыжий цвет. Вопреки ожиданиям, рыжий это не оранжевый, это скорее такой коричнево-оранжевый, да, близкий к сиене, например, или сиене жженой. Поэтому я смешиваю все три цвета, которые у меня есть. Естественно, больше всего оранжевого, немножко красного и немножко синего для того, чтобы эту смесь погасить. Разбавляю эту смесь водой, чтобы она не была очень яркая, насыщенная, потому что у нас будут более насыщенные полоски. И аккуратненько кончиком кисточки начинаю вводить во влажную заливку цвет. Если очень сильно утекает, держите под рукой салфетку, промакивайте салфеткой, если где-то что-то очень сильно утекает. Мордочку оставляю пустой, беленькой, ушки пока тоже не трогаю, можно по ним аккуратненько кончиком пройтись только по краям. И так потихонечку на кончике кисти ввожу влажную заливку. Если мне где-то хочется, чтобы у меня остались белые части и у меня сильно затекает краска, я промакиваю салфеткой. Например, вокруг глазок мне хочется, чтобы было такой белый ободок, поэтому я аккуратненько салфеточкой промакиваю вокруг глаз и в том месте, где у меня на мордочку затекает. И потом кисточкой немножко выравниваю это все. Чуть более розоватый оттенок добавляю в ушки. И теперь, пока у меня немножко подсохнет первая заливка на котике, я сделаю заливку на ведерке. Для нее мне понадобится серо-синий цвет. У меня уже есть вот это коричневый цвет на палитре, поэтому я просто к ультрамарину примешиваю вот то, что осталось от кота. Начинаю с левой стороны. Если вам так проще, вы можете сразу смочить все ведерко. Я успеваю выровнять заливку, пока ее край не засох, поэтому я изначально все не смачиваю, иду постепенно. Если вы не успеваете, у вас получаются жесткие края, смочите всю поверхность ведра, а потом добавляйте в него цвет. Посерединке будет более светлая часть. Точнее, не посерединке, это получается, да, вот тут, чуть-чуть левее середины. И еще более темная часть по правой стороне. Для более темного цвета нужно будет намешать, ну, как бы, может быть, побольше пропорцию, больше красного, больше оранжевого туда подмешать, то есть более густую такую пропорцию. Мне тут даже пришлось еще раз выдавливать краску, потому что закончился ультрамарин, не хватило его на все ведро. В каких-то местах, где краска сильно потекла, можно немножко осветлить ее путем вытирания. То есть мы вытираем полувлажной кистью заливку, ну вот в этих, например, полосах, да, вот таких, каких, как это называется, я забыла. Давайте перейдем к ржавчине. Для ржавчины нам нужен красно-коричневый цвет. И пока у нас еще влажная заливка, нужно успеть, пока она влажная. Мы начинаем пятнышками вводить и такие яркие пятна ржавчины. Можно еще этот эффект усилить чуть большим количеством воды. Если у вас краска уже подсыхает и схватывается, и вы добавляете чуть большее количество воды, у вас получатся такие немножко даже разводики. Обычно ржавчина у нас бывает ну, где-то по краям, не по центру, по каким-то вот там стыкам. Ну вот еще одно пятнышко добавляю по краю. Красно-оранжевый цвет, немножко выравниваю ведро.
И можно даже немножко побрызгать. Можно водой чуть-чуть побрызгать, это даст какую-то текстуру на ведре. А можно побрызгать вот этим красно-оранжевым цветом, и ничего страшного, если вы попадете на фон, это тоже сделает его таким живописным, с намеком на какую-то немножко старость. Пока у меня есть вот этот темный цвет, сделаю землю под ведром, чтобы у меня не летало в воздухе оно. Просто намешиваю такой серо-коричневый цвет. а, м, Ближе к ведру провожу четко, потом просто размываю границы водой. Здесь можно чуть больше воды использовать, чтобы просто такие как бы плавные разводы уходили куда-то в никуда, в конец листа. Я добавляю вот здесь еще немножко ультрамарина, он у меня совсем закончился на палитре в чистом виде, и мне нужно намешать более чистый зеленый цвет. Здесь, конечно, не получится чистый зеленый цвет, но вот самый близкий к зеленому цвету, который у вас получается, мы намешиваем и добавляем немножко кустиков и чистым оранжевым цветочки. У меня остается меньше 10 минут, а у меня еще совсем не оформленная мордашка. Возвращаюсь к мордашке и начну сразу с глазок. Попробую нарисовать глазки, но заходя вперед, еще не подсохла краска. И я сейчас воспользуюсь феном для того, чтобы подсушить цвет. Глазки постарайтесь уделить им достаточное время, даже если у вас не хватает очень много времени, но все-таки глазки это очень важная часть, и, наверное, нужно было все-таки более спокойно к ним подойти. Как-то я очень торопиться начала. Хорошо, если в глазках останется блик. Я, к сожалению, этот блик оставила и закрасила. Точнее, не оставила, а просто закрасила. Вот, поэтому я подсушиваю феном, чтобы у меня не текла краска, потому что я чувствую, что еще влажная мордашка и начинают утекать глазки, а глазки темненькие, и не хочется, чтобы они растеклись и испортили мордашку нам. Поэтому уделю этому время и немножечко по приторможу, чтобы более четко нарисовать глазки. Если у вас есть для этого пространство, можно сделать нижнюю часть глазок более светлой, такой голубоватой, верхнюю чуть более темной, ну, зрачок темный и там в середине бличок оставляем. Дальше намешиваю чуть более темный коричневый, смешивая оранжевый с красным, ну, в более такой густой пропорции, и там капельку уже этой грязи добавляю, там даже уже не синий, уже есть эта грязь. И намечаю полосочки буковкой М. У меня еще не подсохла до конца моя мордочка, поэтому полоски сами по себе получаются пушистые и растекаются. Если они у вас уже как бы мордочка высохла и краска не растекается, получаются довольно жесткие линии, вы можете немножечко разлохматить кисть и попробовать таким чуть-чуть подметающим движением рисовать эти полоски для того, чтобы было ощущение такой пушистости шерстки. Чуть-чуть более темный цвет, такой розоватый, добавляю внутрь ушей по внешней части. Внутрь, по внешней части, как сложно. Ну, в общем, да, по внешней части ушей внутрь. Потому что внутренняя часть, ну, та, которая ближе к середине, там больше пушка, то есть она более светлая, а внешняя часть, она ну, просто там кожица. Вот я сейчас немножко сплющила пальцами кисть и чуть-чуть еще подметаю эти полосочки, то есть уже готовую краску, уже которая лежит, я еще немножко растушевываю такими подметающими движениями для того, чтобы она более
лохматенькая, более пушистая была. Не такие четкие линии, чтобы получались. Добавляю розовенький носик, немножко розовенького на губки, чуть-чуть тень под подбородком, тоже ее распушаю, чтобы не было слишком четких линий. Округляю нижнюю часть подбородка, чтобы она была такой не угловатой формы. Ну и дальше уже там немножко деталек усиливаю. В общем-то, у меня уже заканчивается время. Здесь, ну, просто там смотрю, где еще не хватает до оформленности, но мне еще все-таки не хватает до оформленности в котике, поэтому, несмотря на то, что время закончилось, я сейчас возьму линер и легонечко обведу какие-то моменты, которые мне хочется сделать более четкими, для того, чтобы, ну, иллюстрация была такая более четкая, понятная, потому что в самом котике, ну, не хватило мне немножко времени для того, чтобы сделать его более детальным. Все-таки здесь, если хочется именно только акварелью решить эту работу, опять же, вы можете посмотреть референсы во вкладке сообщества в Ютубе, либо зайти на Boosty Patreon, они тоже там в открытом доступе есть, и можете поработать с этими референсами более детально. Они очень милые, приятные. Вот. Ну, а я буду потихонечку заканчивать, да, обводить линером. Можно поступить и так. Это линер, такая универсальная палочка-выручалочка, которая помогает доработать работу. Здесь главное тоже не утяжелять. Если вы обводите ведро, то там могут быть там более прямые линии. Если вы обводите котеночка, там могут быть более пушистые, более такие рваные линии для того, чтобы передать текстуру шерсти. Не совсем я сегодня уложилась в свои 30 минут, но главное не это, главное получить удовольствие от процесса, быть довольным результатом. А еще я сегодня хочу вам бонусом показать работу моего сына, которую он рисовал на планшете, пока я записывала это видео. Он вдохновился вот таким моим способом поиска того, что нужно рисовать, и тоже решил нарисовать своего ржавого кота. Поэтому сейчас таким бонусом будет маленькое видео того, как он это сделал и как у него получилось. Он тоже мелькает, заглядывает, смотрит, когда я закончу, потому что он уже закончил свой рисунок и уже знает, что 30 минут прошло, и хочет тоже показать, что он нарисовал. Ставьте нам лайк за общие усилия, рисуйте сами, отмечайте меня в соцсетях. Все ссылки есть в описании под видео или в описании канала. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. А если вы хотите поддержать канал материально или посмотреть специальные закрытые уроки, подписывайтесь на Boosty Patreon, а также вы можете смотреть уроки на моем сайте. Заходите, смотрите. Буду всем рада. До встречи. Пока-пока.